Палеоевропеоид. Антропологический тип. Сегодня мы поговорим о необычном типе европеоидной расы. Мы привыкли, что обсуждаемые типы ранее были широко представлены в нашей жизни и узнаваемы среди знакомых. Иное дело – палеоевропеоид. Это не тот, кого вы можете легко встретить по пути с остановки до дома или в кругу знакомых. Он крайне редок вообще и еще реже встречается в чистом виде, особенно в наших широтах. Звучит странно и напоминает обсуждение снежного человека. Однако этот расовый тип вполне реален и когда-то тотально доминировал. В чем же дело? Палеоевропейский тип – это архаичный, ныне редкий и сильно изменившийся антропологический тип. Его не знали кабинетные антропологи 19 столетия, и появился он благодаря массовой археологии, когда та обнаружила и изучила множество останков людей эпохи бронзы и железного века. И именно тогда ученым бросилось в глаза, что найденные образцы не очень-то похожи на наших современников, даже являясь их прямыми предками. Если, например, речь идет о скандинавах, где легко проследить миграцию. Конечно, сами древние люди являли собой разные антропологические типы, смешанные и чистые, европеоидные и монголоидные, но найденные северные европейцы древности существенно отличались от современных же северных европейцев, имеющих с ними общий геном. Так был открыт палеоевропейский антропологический тип, имеющий устойчивые признаки, географию и очень разнообразных потомков. А попутно было установлено, что расовые типы не только существуют, смешиваются, но и эволюционируют, и результатом чего является современный человек относительно предков. Итак, что же это за необычный тип? Палеоевропеоидная раса характеризуется крайне массивным лицом, брахи- или мезокефалией, и крупным выступающим носом, массивным сложением, светлой пигментацией. Это люди очень большого роста, у них тяжелый и широкий скелет, низкое содержание жира в теле и повышенная мышечная масса. У них сравнительно длинные ноги и длинное же туловище. Скажите, а чем они отличаются от западного Балтида, Фалида или Трёндера? И будете во многом правы, так как эти типы прямые потомки палеоевропеоидов, но с существенными нюансами. Палеоевропеоид значительно более массивен, чем каждый из них. Его голова крупнее, лицо шире и вообще имеет значительное число так называемых архаичных черт. Выражены надбровные дуги, крупные челюсти и крупные широко стоящие зубы, грубое низкое лицо, существенно большую толщину и массу всех костей, более крупные мышцы. И западный Балтид будет ниже. Фалид более мягкий в чертах лица, а Трёндер длиннолицый и длинноголовый. Но в целом отклонения этих типов от исходного будут минимальными. Они адаптации палеоевропеоида под разные условия географии. Непередаваемую узнаваемость палеоевропеоиду придают параметры головы. У него экстремально высокие значения и в длину, и в ширину. Если современные типы укладываются до 195 дециметров в длину и 165 в ширину, то палеоевропеоид легко выходит за 200. Чемпионы по ширине головы, арминоиды и динарцы, могут поспорить в этом отношении с ними, но в длину и головы гораздо короче. Внешне это проявляется тем, что у палеоевропеоида очень крупная голова, с крупными чертами лица, жесткими контурами и резкими его очертаниями. У них светлые волосы, светлые глаза, светлая кожа, часто рыжина. Очень большая выносливость и физическая сила от природы. К ним с трудом применимы обычные критерии нормального веса, как рост минус 100, так как у них будет значительное превышение, а жировая ткань при этом ниже нормы. Происхождение типа связывается с кроманьонцами. Прямо скажем, что палеоевропеоид – это не просто потомок кроманьонца, это именно он и есть. Сформированный в холодном и темном климате ледниковой Европы, он получил специфические признаки – побеление всех покровов для получения витамина D в большей доле, чем у людей с темной кожей. Рост остался высоким со времен выхода из Африки. Зато мясная диета и постоянная охота отобрали только тех, кто имел высокие показатели физического развития. Причем настолько высокие, что современные типы с большим трудом соперничали бы с ними, даже будучи профессиональными спортсменами. Кроманьонец мог ходить на медведя в одиночку, едва ли не с голыми руками. Другие просто не выживали в тех условиях, а также в борьбе с неандертальцами, которые были еще более физически сильными, хотя и уступали кроманьонцам в росте и, вероятно, в социальных навыках. Мигрируя из Африки в Европу,
а далее на восток до Сибири, к современному Иркутску и Красноярску, кроманьонец эволюционировал под местные условия и сохранился как неизменный палеоевропейский тип только там, где условия были максимально похожими на те, в которых он существовал в самом начале развития. Горная часть Скандинавии, Шотландии, Нидерланды, север Германии, намного реже в странах Балтии, в Альпах, на севере России. В древние времена он также сохранился в Сибири и на Кавказе. В более теплом юге Скандинавии он стал трёндером, а еще более мягкая Германия дала фалидов. На Балтике он стал западным балтидом, в современной России балтидом и предком для восточного балтида, смягчаясь, уменьшаясь в габаритах и эволюционируя. Вопрос о том, является ли он предком и для нордида, а также кавкасиона, остается открытым и не решен. Поэтому этот тип и считается исчезающим. Он меняется в ином климате, а там, где сохраняется, их слишком мало, чтобы найти пару своего же типа и в чистом виде передавать признаки дальше. Поэтому происходит смешивание и размытие признаков. И нет такого народа или страны, в которой палеоевропеоид был бы доминирующим типом, как, например, динарцы в Хорватии или балтиды в Белоруссии. Но при этом нельзя говорить о том, что это реликты, их очень мало совсем. Обширные популяции палеоевропеоидов есть в Швеции, Дании, Норвегии, Голландии, Германии, США и Канаде, Австралии, Шотландии, Эстонии, Латвии. Меньше их в Норвегии, Финляндии, России, Британии, Бельгии, Польше, Литве, Чехии и Швейцарии. Они живут очагами среди прочих типов, и встретить палеоевропеоида сейчас можно только случайно. Причем даже человек с такими признаками, скорее всего, получил их как игра генов, а не тип его матери или отца. А теперь самое интересное. Палеоевропеоиды не только в Европе, их потомки живут в Азии. Дело в том, что индоевропейцы Сибири, давшие начало индоиранцам, были преимущественно этого типа. Типичными для этой расы были представители афанасьевской археологической культуры, тагарской культуры, андроновской культуры, ямной, срубной, скифское население пазырыкской культуры и другие. Различия типов расы для разных культур являлись в размерах и пропорциях лица, разброс которых минимален. Эти культуры – прямые предки персов, индийцев высших каст, скифов, сарматов, динлинов, хунну, авар и прочих индоевропейских кочевников. Эти народы стали отцами для многих современных народов Центральной Азии, например, кыргызов, узбеков, таджиков, казахов, уйгур, пуштунов и парсов. И антропологи давно пришли к выводу, что, например, крупные, широкие лица у многих таджиков и киргизов – это как раз предковые признаки от палеоевропейских предков из Сибири. И они же дали казахам, например, большие размеры головы и лица. Удивительно, но кочевники Сибири тысячи лет сохраняли свой исходный тип, не смешиваясь даже с близкими, не говоря уже о монголоидных группах. Это очень сильно помогает ученым, так как прямо указывает на индоевропейское происхождение. Как, например, в случае с аварами, чья монголоидная знать тонет в море откровенно палеоевропейских простолюдинов, и фраза летописца про великих телом и гордых умом авар, или красивых по мнению византийцев, приобретает доказательную базу. Что же касается архаичности, то это лишь физическая характеристика тела, никак не связанная с интеллектом или способностями. Напротив, кроманьонец превосходил современного человека по объему мозга, а уж сколько ученых, инженеров и мыслителей дали страны с палеоевропейским населением, сложно не заметить. Поэтому этот тип весьма одарен природой, как физически, так и интеллектуально. Вот только встречается крайне редко. Пишите, встречали ли вы в жизни людей такого типа? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин
И как с этим связана биология? И вообще, как ведется половой отбор и наследуются признаки? Какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков? Почему Гитлер истреблял евреев? Была ли советская власть благом для русского народа или истребила его? Существует ли черный расизм? И многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.